Когда знаешь, что все хорошо закончится, можно и потерпеть. Вы слышите цитату, а это значит, что на канале Alex General вышел новый реплей. Всех приветствую, прошу внимания. Сегодня на карте Oil Rampage мы увидим ядерный Mirror. На верхней позиции под фиолетовым цветом Excal, снизу под зеленым цветом Vivid. После просмотра попрошу вас написать комментарий, поставить лайк, те, кто не подписался, подписывайтесь и бейте в колокол. Если есть желающие поддержать проект материально, то в описании есть вся необходимая информация. Выражаю огромную благодарность за вашу поддержку. Ну что же, челлендж до 8 побед, призовой фонд 100 баксов, счет 7-7, решающая игра. В предыдущем челлендже Excal проиграл Vivid со счетом 3-7, и возникает вопрос, сможет ли Excal взять реванш или Vivid отпинает чемпиона повторно. Vivid очень силен, последние его вызовы впечатляют, и если так дальше пойдет, то может мы увидим его и в качестве чемпиона мира. А как вы считаете, можете написать в комментариях. Ну что ж, понеслась. Две казармы, военный завод, supply и электростанция, стартовый билд от Вивида. Разбегаются красногвардейцы, готовится нижний боец к захвату вышек. То же самое делает Excal, красногвардейцы разбегаются. Напоминаю, что карта Oil Rampage очень богата нефтяными вышками, и как можно быстрее нужно их, конечно же, захватывать, чтобы получить дополнительный приток к экономике. Естественно, не забывать о том, чтобы мешать захвату вышек сопернику. И вот как раз таки наступательный БМ от Excal уже поехал вперед, плюс бежит красногвардеец, который может отменить красногвардейца Вивиду. Можно его отстрелить и, соответственно, потом захватить вышку соперника. Vivid занимается практически тем же самым, ведет свой БМ направо, но Excal все контролит и своих красногвардейцев уводит в бункер. Налево уходит Vivid с помощью своего Батлмастера, но есть ответный от Excal, и он сейчас как раз таки работает по БМу Вивида. Тем временем Excal также пытается отменить захваты, но не удается. Захватывает Vivid свои вышки, а вот здесь справа все-таки Excal явно удалось отменить захват. Был здесь красногвардеец, но красногвардейцы ликвидировали. Vivid ведет своего пехотинца повторно. Vivid при этом при всем теряет также свой Батлмастер. Здесь Excal на страже, есть два БМа, которые отменяют танк Вивиду. Excal тем временем, кстати, отменили красногвардейцев, и приходится ему опять по новой их выводить, тратить деньги и вновь пытаться захватывать свои вышки. И снова отмена захвата с помощью Гатлинга. Теперь приехал Vivid, у Excal есть 3 БМа, БМы ядерные, напоминаю. И отменяется, кстати говоря, Гатлинг, да, но захватить вышку-то не удалось, и Excal пошел вперед. Видимо, надоело ему это постоянное давление, и 3 Батлмастера сейчас идут на правый фланг, а там уже, пожалуйста, и supply, военный завод, и нужно Вивиду как-то встречать сейчас армию Excal. Конечно же, сразу же идет армия на Саполтраке, отменять экономику, и пока что все это происходит достаточно удачно. Слева тем временем бегут ракетчики, и также есть Батлмастер, также можно подъезжать под ресурсный центр и просто сейчас отменять Саполтраки. Бежит красногвардеец, отменяется сразу же, БМ идет дальше, там на пути дозер, который строит пропаганду. Excal тем временем отменил Саполтраки, на минах у него один БМ остался, один каленый, еще один идет, скорее всего, также под ресурсный центр. Но будет, по всей видимости, отмена. Да, здесь Vivid на страже. Справа также один из БМов взорвался, ну и последний отменяется. Ракетчики пока остановились, а Vivid отменил дозер и отменил, соответственно, постройку пропаганды. Вновь отмена захвата вышки. Да что ж такое, Excal очень сильно не везет, но появляется на карте Helix. И отмена Батлмастера. Саполтраки все живы. Вновь будет пытаться сейчас верхний боец захватывать вышки. Появился Филд, еще один Helix готовится. Вновь постройка пропаганды. Ракетчики также спамятся. И также появляется билд от, точнее, Филд от Вивида. Здесь тем временем 2 юнита. Один из них был дракон, прикатил от Excal, но оба были закрыты. Появляется ответный Helix от Вивида. Загружается ракетчиками и строится пропаганда. 2 военных завода от нижнего бойца. От Excal пока только один военный. Ему нужно восстанавливать Саполтраки. Саполтраки, кстати говоря, он восстановил, но они вновь подвергаются атаке. Здесь ракетчики, так они еще и заминировали Саполтрак. Все это дело взрывается, и, соответственно, вновь отмена экономики. Vivid идет через центр. Тем временем Excal наступает по правому флангу с помощью Гатлинга, но Гатлинг этот будет отменен. Здесь БМ плюс Гатлинг от Вивида. Да, Vivid в этот момент контролит. Ну а сам тем временем наступает через центр, но есть здесь Хеликсы, которые помогают остановить это наступление. Плюс с бункера здесь ракетчик наяривает. Ну и, в принципе, удалось. Красногвардеец даже побежал вперед, но есть Гатлинг, который его отменит. Потеря сапплая Экскалом. Залетают Хеликсы.
БМ минус, красногвардеец и Саполтрак также у Экскала отлетают, ну и закрывается атака слева, но Вивид продолжает свое наступление, на этот раз Гатлинг, два Гатлинга, красногвардеец, два Батлмастера идут вперед, но опять же Хеликсы, и Хеликсов достаточно много, один каленый, он сейчас подхиливается в филде, и ставится ядерная ракета. Соответственно, появляется супер оружие уже от верхнего бойца. Ну и что же, ядерные миги, я думаю, что мы увидим. Появляется также на карте черная Лотос. Вот она как раз сейчас мимо Хеликса и бежит. Ну и через центр пытается Вивид прорваться. 3 Хеликса также от него летают. И минус вышка. Очень много гатлингов пробивают бункер. Хеликсы также будут помогать. И Лотос тут тем временем бежит и прямо под огнем тут пробегает. Удается, да, ей спастись бегством. Причем даже нисколько хп у нее тут не отняли. Уничтожается вышка, залетают Хеликсы, и как же их много-то! Но минус все гатлы. Минус все гатлы, с потерей, правда, одного Хеликса. Практически закрыл еще одну вышку Вивид Экскалу, но она пока что выживает. И ядерная ракета также от нижнего ядера. Сейчас два супероружия появляются на карте. Причем обратите внимание, что у Вивида не отменено еще ни одной вышки. Все вышки-то на месте, а вот у Экскала уже две потеряно. Плюс постоянно ему отменяют ресурсный центр слева. Его до сих пор здесь нет. Нужно его срочно отстраивать. Ну, я думаю, что не мешает уже давать командный центр. Да, все верно, потому что дозер-то остался только один. Гатлинг от Экскала. Гатлинг закрывается с помощью Хеликсов. Еще один Гатлинг, я так понимаю, будет потерян. Ну и 3 гатла справа. 3 гатла справа, но появляется ядерный миг на карте от верхнего бойца. И минус 2 гатлинга разом залетают в Хеликсы. И гатлинг минус. Слева 3 гатла. Минус гатлинг Экскалу. Идет перестрелка. Еще один гатлинг у Экскала потерян. И последний также закрывается. Если чем контрить эти 3 гатла. Да, спам не прекращается. Плюс есть Хеликсы. Хеликсы, кстати, еще пачка уходит направо. Но там 3 гатла. И может сейчас Экскал нарваться. Потерять один Хеликсов точно. Плюс еще из бункера ракетчики наяривают. Нужно уводить. Нужно уводить воздушные юниты. Гатлинг приехал под вышки. Но здесь все захвачено. Ловить нечего. Можно попробовать отправить на Саполтраке. Но я думаю, что там отконтролит Экскал этот момент. Но попытка не пытка. Полетела ковровка. По 3-му рангу каждого из бойцов. Ковровка летит явно на вышку. Можно еще и попробовать закрыть гатлы, но явно она куда-то далеко летит. Хотел, видимо, военный завод отменить, но отменил только один гатлинг. Вивид на страже. Ковровка от Вивида пошла вперед, и вполне возможно, что на энергию. Почему бы нет? И, кстати говоря, я, к сожалению, пропустил этот момент, но вот здесь ведь была ядерная ракета от Вивида. Ее отменила черная Лотос Экскала. И минус ковровая бомбардировка. 3 гатлинга стояли и отмена ковровки. Лотос от Вивида. Опять постройка ресурсного центра. Есть Хеликсы от Экскала. Хеликсы от Вивида также залетают. И отмена сапплая. Да, сапплай отменяется. Падает один из Хеликсов, но гатлинг закрывается. И залетают миги. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, как больно. Как больно сейчас было Вивиду. Вся авиация теряется сейчас на данный момент. Да, все Хеликсы просто упали. И вновь Экскал пытается построить ресурсный центр. И ставится только сейчас второй военный завод. Полное звено мигов. Все целые. Распродажа ресурсного центра. Справа, кстати, тоже можно ресурсник продать. Заходит гатлинг. Я так полагаю, Вивид пытается подобраться здесь к филду, но миги взлетят раньше. Да, взлетают миги, и гатлинг, скорее всего, сейчас будет отменен. И заходит Лотос от Вивида. Нет, с помощью гатлингов и Хеликсов решает Экскал уничтожить гатлинг Вивиду, но тем временем залетает Вивид, у него также есть миги и отмена 2 гатлингов Экскала. А тем временем Лотос, напоминаю, стоит под ядерной ракетой, пока не перехватывает, но вот начинает Вивид пробовать попытку перехвата здесь ядерной ракеты Экскала, но как чувствует, либо слышит Экскал, что где-то здесь Лотос, и свои Хеликсы подводит под ядерку. Слева тем временем гатлы. Но здесь есть миги, отмена, плюс есть гатлинг от Экскала. И вновь неудача. Вновь неудача. Вивид пока не может нормально так прорвать оборону верхнему бойцу. Все-таки удалось закрепиться на левом ресурсном доке, да, здесь. И куча саполтраков сейчас добывают, и теряется Лотос. Удалось ее спалить с помощью поста, и Хеликс просто эту черную Лотос отменяет. Гатлы слева. И минус гатлинги практически все, но и потеря мигов справа. Также гатлы идут через центр, идут гатлы на массированное наступление. И, кстати, здесь прокинул мины Экскал. Уже 4-й ранг у каждого из бойцов. Отмена гатла Экскала, но и отмена одного мига Вивиду. Справа идут гатлы от Вивида. Ой-ой-ой, минус гатлинг Экскалу.
Еще один гатлинг потерян от Вивида. Ну, пытается Вивид подойти под филд, но неудачно. Нужно срочно Миги и Экскалу, конечно же, сейчас восстанавливать. Ну и, наконец-то, уже 2 военных завода у верхнего бойца. И ставится еще одна ядерная ракета. Что же касаемо Вивида, у него 2 филда. Отстроилась практически ядерная ракета. Одна, напоминаю, ему была отменена. Ну и вот здесь интересный момент. На этих коробках нет ресурсного центра. Очень непонятно, почему так произошло. Ну, пока вот его здесь нет. И, соответственно, добыча с этих коробок пока не происходит. Но было бы неплохо, на самом деле, дозер туда привести и поставить ресурсный центр. Тем временем мины на проход под бункер. Гатлинг здесь заминирован. Не знаю, почему Вивид решил именно сюда мины прокинуть. Но ему виднее все-таки, да. Это все-таки топ-2 мира. Повесил эти мины. И ставится еще одна ядерная ракета от Вивида. Заходят гатлы. Ковровая бомбардировка. Отменяется саплай, отменяется пропаганда. Залетают миги от Вивида. И один миг отменили Экскалу. Экскал садится обратно на филд. Попытался здесь Вивид зайти. И вновь все гатлы ему просто перебили. И даже в этой дуэли Вивид проигрывает. Слева Лотос вновь пытается забежать. Кстати, здесь нечем спалить эту самую Лотос. И вполне возможно, она сможет сейчас подойти под ядерную ракету и просто ее отменить. А можно даже попробовать воровство денег здесь сделать с помощью этого Лотоса. На самом деле, разнообразие масса. Готова ядерная ракета от Экскала и полетела. Полетела по направлению к базе Вивида. Вопрос, что бить. Я бы ударил по филду и в принципе, практически рядом-то это и произошло. Отмена НПЗ, отмена вышки. Практически закрыл еще одну вышку и немного прокалил здесь филд. И было бы неплохо бы его, конечно же, сейчас починить. А слева гатлинг и пост стояли от нижнего ядера. Но залетел Экскал и перебивает и слева армию, и справа. Также 2 гатла были потеряны. Все контролит Экскал. И получается в сумме уже 4 ядерных ракеты. Но Вивид на страже завел свой черный Лотос. И 1 ракета ядерная Экскала сейчас была отменена. Слышу арт-удар. Арт-удар от Вивида. Вопрос, что он сейчас будет уничтожать. Либо вышка, может быть электростанция, а может быть даже военный завод. Миги налево. Здесь также есть Хеликс. И, я так полагаю, на вышку. Да. Арт-удар ударил по вышке, но вышка была не уничтожена. Нужно ее чем-то закрыть. И отмена гатлингов. Прокидывается мина Экскалом на проход. Тем временем здесь была ковровая бомбардировка, но не получилось закрыть вышку. Слева, ух ты, слева армия Экскала закрывается. Нужно с чем-то срочно добивать эти самые вышки. И летит как раз таки сюда арт-удар. Да, вышка будет закрыта. Одна точно. Закрывается бункер, минус дозер, но одна из вышек остается жить. И в сумме уже 3 вышки потеряно Вивидом и плюс потеря нефтеперерабатывающего завода. И тухнет свет у Вивида. Он поставил 3-ю ядерную ракету и ставит сейчас электростанцию. И наконец-то устанавливается саплай сейчас Вивидом на коробке, на те самые, которые я так очень сильно просил. И начинается добыча. Лотос от Вивида вернулась обратно на базу. Энергия восстанавливается. И 3 ядерные ракеты сейчас от нижнего ядера. Миги летают на границах базы. Много достаточно гатлов, чтобы миги от верхнего ядера не пролетели. Ну и я так понимаю, что Экскал готовится к наступлению. И наступление достаточно массировано. Очень много гатлов под прикрытием воздуха. Летают миги, начинается настреливание. И практически все миги, слушайте, Вивидом-то были потеряны. И все, проход открыт. Можно наступать. Если авиация сейчас у Вивида, да, есть здесь 4 мига. Справа филд пустой. Но нужно пробовать защищаться. Есть пост, но пост, я думаю, такое количество мигов скроет. И залетает Вивид, и сразу же один из мигов теряет. Заходит Экскал, начинается перестрелка, но тут 3-клычковый гатлинг. И минус гатлинг Вивиду. Еще один гатлинг, возможно, тоже будет потерян. Пост скрывается, летит ковровая бомбардировка, но, по всей видимости, она сейчас не попадет. Но залетает миг, и 4 гатла разом. Шикарно. Но дальше нужно продолжать. Дальше нужно продолжать защищаться. Полетели, я так понимаю, это Эми Бомба, скорее всего, 5-й ранг сейчас у Экскала. Слева дракон будет пытаться вышку зажигать. И сейчас происходит блокировка военного завода. Ресурсный центр тоже заморожен, но он-то и не нужен. Залетают миги Экскалом, да, и пытается он здесь пробить по Батлмастеру. Но Батлмастер, по всей видимости, выживает. 2 раза по нему пробили, но он жив. Но гатлинг доработал, но дракон был уничтожен. Вышку сжечь не получилось.
Справа был отменен филд с помощью мигов. И полетели мины, я так понимаю, сейчас от Вивида. И ковровая бомбардировка, по всей видимости, на филд. Но нет, летит она куда дальше. И уничтожает казармы. И вполне возможно добьет военный завод. Да, все верно, военный завод минус. Прокидывается мины Вивидом. Причем аккуратно то же самое минное поле, где расположился Экскал. Два батлмастера гоняются за драконом и гатлингом. Заходит Хеликс с изученным гатлингом как раз таки и пытается здесь пробить БМ. И вполне возможно ему это сейчас и удастся. Залетает миг и практически минус батлмастер. Но гатлинг по идее должен справиться. Пробивается тем временем Хеликс, но Хеликс выживает. Залетает миг от Экскала и практически добил здесь БМ. Но БМ выживает, а Хеликс зашел. Минус один миг пробивает гатлинг. Хеликс зашел каленый, причем уничтожает миг Вивиду, и можно блокировать филд. Уничтожается казарма. И можно бить филд вообще спокойно на самом деле. Заходит пост тем временем. Там, правда, всего лишь 2 ракетчика, но тоже попробовать можно им здесь подирижировать на базе Вивида. Почему бы и нет? Слушай, так практически филд-то закрыл. Практически закрыл филд, но почему отлетает Экскал? Почему? Заходят миги. Что будут пробивать? Филд минус. Все, Вивида нет филдов. И заходит пост и пробивает дозер. Все, нет филдов, нет мигов, нет хеликсов. И воздух сейчас идет и теряет Экскал свой хеликс. Отменяется филд, напоминаю. Ну и нужно биться по ультраке. Блокировать экономику сопернику. Залетает миг. Минус гатлинг практически, причем еще и наполовину пробил здесь пропаганду. Еще один хеликс от Экскала, но он только с пропагандой. Ну там гатлинг работает, и Экскал, ну не контролит, чемпион мира-то не контролит. Причем готова ядерная ракета сейчас от Вивида. Вопрос, что он будет пробивать Экскалу, куда будет бить? На филд, может быть, на филдов 2, на вышку. На вышку и на электростанцию, но свет по-прежнему есть от Экскала и даже не добил МПЗ, к сожалению, Вивид. А ведь так давил в самом начале, но сейчас что происходит? Еще одна вышка Вивиду сжигается, залетают миги, пробиваются гатлинги, пока что еще жив дракон, и еще один дракон идет, еще один дракон. Неужели начался лютый спам драконов? Это что, Бигсайд, что ли, сейчас вселился-то в Экскала? Пытается до бункера здесь Экскал добраться, еще один миг отменяет гатлинг, еще один гатлинг также практически был потерян, но только в итоге миг отлетает, мины прогибаются под военный завод и сжигается ядерная ракета. А тем временем замораживается с помощью Эми-бомбы командный центр и 2 военных завода Экскала. И очень хороший, кстати говоря, Эми-бомбы. Сейчас временно не будет повышений, и временно Экскал не сможет спамить. И у Экскала, кстати говоря, готова ядерка, и она взлетает. Вопрос, что будет пробивать сейчас Экскал. По филду. Нет, военный завод и вышка, и филд опять наполовину каленый, но пока ничего оттуда не спамит Вивид, а Вивид теряет ядерную ракету, и тут при этом при всем драконы дальше достаточно много, плюс гатлинг здесь есть. Уничтожается бункер, и можно идти дальше, сжигать военный завод, уничтожается электростанция, и уничтожается также сапплай. Подходит еще ближе Экскала и начинает сжигать вторую ядерную ракету Вивиду. Вот так просто драконами. Еще одна вышка тем временем сжигается. Гатлинг на гатлинг. Саблтраки попадают под огонь. Гатлинг, к сожалению, свой сам Экскал сжигает. Еще один гатлинг практически был потерян. Дозер выходит из командного центра. И командный центр-то жгут. Залетает арт-удар. И минус еще одна ядерка. И уничтожается тем временем филд. И уничтожается электростанция. Все, левый фланг полностью сожжен. Горит Вивид. Горит Вивид, последний дозер отлетает, а неужели сейчас сгорит командный центр? Еще и летит ковровая бомбардировка, осталось 3 здания, и Вивид терпит поражение сокрушительное! Мы победили. Жесть! Просто жесть в конце игры. 10 минут. 10 минут постоянного давления от Вивида. Экскал обороняется всеми подручными способами, теряет экономику, теряет вышки. Но при этом при всем смог реабилитироваться, прийти просто лютым спамом драконов и авиации и просто сжечь своего оппонента. Да еще и повышением добить, ядерными ракетами добить, ядерки своему сопернику пожигать, перевернуть игру просто на ровном месте. Вот за что я люблю Экскала, так именно вот за вот эти неожиданные развязки игры. Когда терпит дядька, а потом берет и просто уничтожает. По итогу счет становится 8-7, победа Экскала в этом самом челлендже. Ну а на сегодня это все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Генерал Алекс. И помните, что всегда из любой ситуации есть выход.